Привет! Сегодня у нас на обзоре наушники, которые по цене являются конкурентами AirDots, QCI или Hi-Low. Правда, они с менее удобным названием Dacom K6 AH Pro. По цене они конкуренты, а что из себя представляют на самом деле, мы сейчас и проверим. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Первое впечатление у компании Dacom получилось создать. Белая коробка из плотного картона и выглядит, между прочим, даже приятнее, чем у Syllable S101. Качественная типография, сзади характеристики. За упаковку зачет. Открыв коробку, мы видим только наушники. Но еще в одной коробочке лежит кейс в пакетике, инструкция и сменные амбушюры. Провода для зарядки нет, но это типа фишка этой модели. Провод тут встроен в сам кейс. Амбушюры имеют странную форму типа какой-то елочки, но сделаны из приятного эластичного материала. На удивление мне подошли. Комплектация в целом стандартная. Кейс выполнен из глянцевого пластика черного цвета, крышка сделана из прозрачного пластика. Она держится просто на защелках, в открытом состоянии не фиксируется. Вокруг кейса красной полоской обмотан провод для зарядки с обычным USB разъемом. Не знаю, лично мне кажется, что выглядит это немного дешево. Чтобы его достать, нужно подковырнуть пластиковое ушко, и хочу сказать, что поначалу у меня провод не доставался вообще. Мне пришлось взять ножницы, и только провозившись минуты 3, получилось его открыть. И даже после этого с подстриженными ногтями подковырнуть его трудновато. Но делать это нужно будет нечасто, так как в кейсе стоит аккумулятор аж на 1100 мАч. Кейс по размеру получился большим, примерно как у Havit i93 и явно больше, чем у AirDots и QCI. Такой только в рюкзак убирать. Наушники сделаны из такого же пластика черного цвета. На внешней стороне размещен логотип компании, механическая кнопка и микрофон. С обратной стороны контакты для зарядки, обозначение левого и правого наушника и гордая надпись, что в наушниках стоит Bluetooth 5 версии. У меня один вопрос. Зачем? Зачем это здесь было писать? Мне кажется, такие надписи добавляют еще больше дешевизны. Не надо так. Наушники симметричные, в кейс их можно убирать в любое гнездо, именно поэтому звуковод у них расположен просто прямо, не по анатомии тела. Тут, конечно, все зависит от строения ушей, но мне после каждых 5 минут приходилось наушники поправлять. Они реально компактные и легкие, по размеру такие же, как и Redmi AirDots, из ушей не выпирают. В кейсе удерживаются крепкими магнитами и даже от сильной тряски не выпадают. Что-то я нигде не нашел информации про влагозащиту, и раз об этом не пишут, наверное, ее здесь нет, так что под дождем нужно ходить аккуратно. Производитель заявляет, что в режиме воспроизведения музыки наушники должны проработать 4-6 часов. Ну что ж, не соврал. На максимальной громкости наушники проработали 6 часов 50 минут. Я, к сожалению, забыл секундомер остановить, и к моменту записи он насчитал лишнего, но от таких малышек я в любом случае не ожидал такого результата. Однако здесь есть одна оговорка. Наушники достаточно тихие, и я их слушаю на 80% громкости. И максимальная громкость у них всего лишь чуть выше комфортной. Но в любом случае автономность тут зверская. Управление происходит с помощью механической кнопки. Как управление? Тут особо управлять-то нечем. С помощью кнопки можно только поставить трек на паузу одинарным нажатием, вызвать последний набранный номер двойным нажатием или вызвать голосового помощника удержанием 2 секунды. А еще тройным нажатием можно переключить язык девушки, которая приветствует, когда наушники достаешь из кейса. Языка всего 2 – английский и китайский. Кнопка достаточно тугая. Переключения треков или управления громкостью здесь нет. Такое. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Dacom K6 AH Pro. Я все время забываю, как они называются. В тихом пространстве незаведенная машина. Единственное, где более-менее справляются микрофоны этих наушников, это здесь, в тихом пространстве. Тут, более-менее еще нормально. Проверяем работу микрофонов Dacom, обойдемся без названия модели. В машине кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Мне кажется, меня сейчас практически не слышно. Микрофоны — это не сильная сторона этих наушников, так что едем дальше. Проверяем работу микрофонов Dacom на улице, ветра нет, мимо едут машины, не уверен, вообще слышно меня или нет. В общем, микрофоны здесь так, для галочки. По микрофону можно более-менее нормально разговаривать в тихом пространстве, в машине на улице это уже делать трудно. При подключении к телефону наушники подключаются по кодеку AAC. Что могу сказать про них? Играют неплохо, на удивление у них много баса, я бы даже сказал, на низкие частоты здесь основной упор.
Средние и высокие немного зажаты. Детализация на средних не сказал бы, что большая, и, кстати, здесь нет ощущения вот такой глуховатости звука. Чтобы выправить картину со средними, производитель поиграл с басом, и его тут реально много. Но он, во-первых, не глубокий, а во-вторых, такой немного бубнящий. Запас по громкости также небольшой, поэтому если вам нравится, чтобы вас глушило, эти наушники не для вас. Но при всех этих замечаниях наушники вполне можно слушать, и за счет большого количества низких частот они звучат объемно. И некоторые, естественно, электронные композиции мне даже понравилось в них слушать. А вот задержка звука печалит. В YouTube она чуть выше среднего, при просмотре видео она заметна. В играх также присутствует и чуть больше, чем в YouTube. По дальности соединения наушники дома комфортно играют только через одну стену, дальше уже идут прерывания. По стабильности соединения на улице у меня пару раз отваливалось левое ухо, правда это было в тех же местах, что и остальные наушники. Но еще заметил, что если идти по улице и попытаться нажать на механическую кнопку, тоже появляются миллисекундные разрывы. Видимо, ладонь сигнал как-то глушит немного, но это странно, на других наушниках у меня такого не было. Итого за свою цену в $22 мы получаем прям зверскую автономность и басовитое неплохое звучание. И в принципе за такие-то деньги они вполне имеют право на жизнь. Сегодня я не буду по ним делать какие-то определенные выводы, поэтому жду их от вас. Пишите в комментарии, что вы думаете про Dacom K6H Pro. И конечно, если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!